Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписался, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 31 января, киевское время, 17 часов. Итак, оперативная обстановка. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения. Так, за прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам в городе Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей этих городов. Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Только за сегодняшний день было 2 воздушных тревоги масштабных в связи с угрозой применения ракетных комплексов типа «Кинжал» с территории Российской Федерации. Кстати, внимательно смотрите за информацией, в Белоруссии МиГ-31 не взлетали. Поэтому угроза была именно с территории Российской Федерации. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях, несмотря на то, что несет огромные потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и на Павловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлении обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается уныние личного состава подразделений Российской Федерации в решениях собственно военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий. Они реально столкнулись с той проблемой, что мобилизованные не выдерживают такой темп. Зэков гнали насильно, плюс там создавалось такое волны наступления, и одна волна сменяла другую. За счет того, что большое количество погибало, то они формировали вот этих выживших, добавляли в какую-то волну, которая идет не следующей, а там через одну или через 2. А с мобилизованными оказалось хуже, потому что физическая подготовка и выносливость мобилизованных оказались намного ниже. И мотивированность мобилизованных тоже оказалась намного ниже. Кстати, по сообщениям, опять же, самих россиян, мы знаем, мы в принципе об этом говорили с вами и ранее, что укомплектованность самых боеспособных частей, а именно морской пехоты и воздушно-десантных войск, уже более чем наполовину состоит из числа мобилизованных. То есть кадровых военных десантника не подготовишь за 2 недели или за месяц, как они там мобилизованных готовят. Тем более там нужен отбор. Возраст, физическая выносливость, состояние здоровья и так далее. Физическая подготовка, точнее, состояние здоровья и так далее. У мобилизованных из этих 3 ни один критерий не подходит. Потому что они, как правило, старшего возраста, и физическая подготовка и здоровье у них уже не те, которые были там в 20 лет. Но, тем не менее, они продолжают. Сейчас идет в основном на самых горячих направлениях идет перегруппировка войск, то есть они подтягивают эти резервы. Мы обеспечиваем конвейер, как я и говорил, конвейер смерти. В том плане, что мы наносим им максимальный ущерб, урон. И они вынуждены подтягивать новые резервы для того, чтобы обеспечивать постоянное состояние атаки на наши подразделения. Во всех остальных случаях о них добиться хоть какого-то успеха, хоть какого-то продвижения для них становится просто невозможно. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Белогоровка, Луганской области, Ямполевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановская, Авдеевка, Водяная, Первомайская и Угледар в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.
Наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь началось командно-штабные учения, то есть тренировка штабов по управлению объединенной группировкой войск. Ну, я так понимаю, что Россия не оставляет надежды, что Лукашенко отдаст приказ на вмешательство или на вхождение белорусских вооруженных сил в войну на стороне России, поэтому проводит под эгидой союзной армии, союзного государства, они проводят вот такие командно-штабные учения, тренировки штабов по управлению объединенной группировкой войск союзного государства. Вот такие учения начались сегодня на территории Республики Беларусь. Также на территории наша разведка сообщает, что на территории Беларуси находится уже около 9 тысяч военнослужащих. То есть по разным оценкам прибыло до 4 тысяч. То есть ротация идет. Мы с вами говорили, что там 11, потом это снизилось до 6. И мы эти 5 тысяч наблюдали, они пришли в Донецкую область через Российскую Федерацию. Сейчас опять количество российских военнослужащих на территории Белоруссии возросло до 9 тысяч. То есть они прислали новую партию, это еще где-то на месяц-два, на подготовку на полигонах и учебно-материальной базе Республики Беларусь. Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы Украины, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях на всю глубину досягаемости артиллерии российских войск. На Купянском и Лиманском направлениях особых изменений нет. Там продолжаются позиционные бои. Противник подтягивает резервы и проводит перегруппировку. Ожидаем в ближайшие дни, возобновления наступательных действий с целью остановить продвижение наших войск. Мы тоже проводим перегруппировку и сейчас интенсивность боевых действий на этих двух направлениях немного снизилась. На Бахмутском направлении противник овладел населенными пунктами Сака и Ванцети. Идут бои у тех же самых населенных пунктов, но они уже находятся под контролем российских войск. Также враг атакует из Клещиевки в сторону Ивановского. Ну, вы понимаете, если на карту посмотрите, опять же, рекомендую Deep State Map. Она показывает более-менее реальную картину и соответствует той обстановке, которая сейчас на линии фронта. Так вот, они рвутся в сторону Ивановского для того, чтобы перерезать трассу. Наши войска остановили их в 4 километрах от трассы, и трасса простреливается, но она работает, и снабжение войск гарнизона в Бахмуте проходит без перебоев по всем необходимым нормам. В самом Бахмуте идут уличные бои. Вот здесь, наверное, можно сказать, практически единственное место, где противник, два это атаки от Клещиевки в сторону Ивановского, и в самом Бахмуте противник пытается прорваться к мясокомбинату и овладел заводом шампанских вин. Вот такая вот ситуация. Противник имел незначительный успех на Бахмутском направлении. На данный момент атакующие действия снижены и противник остановлен. На Авдеевском, Новопавловском направлениях здесь тоже без изменений. Боевая активность немного снизилась. Ситуация в Авдеевке, Марьинке и Угледаре контролируется вооруженными силами Украины. Противник никуда, нигде не продвинулся. Запорожское направление. Здесь позиционные бои, тоже все без изменений. Позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. В общей сложности пострадало более 20 населенных пунктов на контролируемой нами территории от огневого воздействия артиллерии оккупационных российских войск.
На Херсонском направлении тоже без изменений обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов вдоль всего правого берега реки Днепр. Далее, противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В районе Луганска на территории роддома городской больницы номер 3 и роддома областной больницы оккупанты развернули полевой госпиталь, где лечат российских военнослужащих. То есть уже даже такие вещи, как родильные отделения, видимо, не хватает площади для размещения раненых. Они оборудуют и размещают там своих раненых. В связи с использованием противников 2 роддомов для лечения раненых россиян, в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов. То есть наплевать на... А ведь они, смотрите, по идее, они же провели там псевдореферендумы, они же переписали Конституцию, они считают это своей территорией, то есть проживающих там граждан они считают гражданами Российской Федерации. Ну, когда касается дела, конкретного дела, то все по боку, главное вылечить своих, а это уже, а местные жители потерпят или будут рожать дома. Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 авиационных удара по районам сосредоточения врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава и техники противника и 2 склада боеприпасов оккупантов. Вот такая вот военная обстановка сложилась на оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. И теперь немножко военно-политической обстановки в Украине и вокруг нее. Ну, вы знаете, что не утихает скандал вокруг событий, которые произошли несколько дней в Иране. Ну как, это не скандал, это просто не утихает страсти. Вот. Иран обвиняет всех, включая уже нас с вами. Украину обвинили, что мы тоже якобы каким-то боком причастны, что мы где-то там были заинтересованы в том, чтобы уничтожить склад ракет. Может, мы и заинтересованы в том, чтобы иранские ракеты не попадали нам на голову и не поубивали наших граждан или не разрушили нашу инфраструктуру. Но мы никакого отношения к этим ударам не имеем. И в продолжение всего этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль. Там какой-то у них, я так смотрю, что Соединенные Штаты начали активно вести диалог с Израилем. С чем это связано, трудно сказать. Ну, мы знаем, что на территории Израиля США расконсервируют свои запасы боеприпасов, они будут передаваться нам, Украине. Там был с визитом директор ЦРУ, встречался с руководителем Моссада. Сейчас вот Блинкен. Они провели на прошлой неделе, наверное, самые крупные учения в истории двух стран, в истории отношений двух стран. У Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху, а также с президентом страны Герцогом. Одной из тем обсуждения, как ожидается, будет Иран. Ну, в принципе, обе стороны заинтересованы в том, чтобы Иран не превратился в военную угрозу не только для Израиля, но и для всего цивилизованного мира, в первую очередь на Ближнем Востоке. Посмотрим, к чему это приведет, чем это закончится и что мы с вами будем наблюдать далее. Но пока, кроме амбиций и политических заявлений Ирана о том, что мы отомстим, как говорила одна героиня в фильме, мы отомстим, страшно отомстим. Ну, пока что только политические заявления. Я думаю, что там наверняка и Соединенные Штаты, и Израиль предпринимают попытки, чтобы эта месть не вылилась в какие-то там активные действия со стороны Ирана против каких-либо государств. К
Кстати, нам, я тоже думаю, стоит принять такие меры, потому как мы тоже попали в число обвиняемых в плане происшествий в самом Иране. Далее, Российская Федерация и Иран объединили свои банковские системы. Кстати, это, видите, потихонечку Соединенные Штаты потихонечку закрывают доступ Российской Федерации к системе SWIFT. Укртрансгазбанк, извините, не Укр, а Трансгазбанк российский были прекращены обороты с валютой, и, видимо, Россия поняла, что надо менять или создавать какую-то параллельную реальность в плане банковской системы, что их от европейской или международной системы типа SWIFT их будут все-таки окончательно отключать. Там осталось еще несколько банков, которые имеют доступ к SWIFT и могут проводить международные платежи. Кстати, Россия давно ищет альтернативу банковской системе. Я напомню, что летом они предлагали, еще несколько лет назад они предлагали Китаю перейти на прямые расчеты рубль-юань. Уговаривали Китай сделать юань золотым, то есть конвертируемым, и Россия готова была. Но Китай не пошел на такие уговоры. И на сегодняшний день, видите, они объединились с Ираном. Как заявляет иранская сторона, что для облегчения и увеличения торговых и финансовых операций на фоне санкций Запада иранским банкам больше не понадобится SWIFT-система в работе с Российской Федерацией. Согласно заявлению замруководителя Центробанка Ирана, к системе подключат около 700 российских банков и 106 иностранных банков из 13 разных стран. Кстати, будет очень интересно посмотреть перечень этих стран, которые присоединятся к этой системе. Ну что ж, вот Россия, наверное, Россия сама показывает свой уровень. То есть ее уровень это вот Иран. Подсанкционный Иран, который является изгоем во всем мире в течение уже более 40 лет. И Россия примыкает к Ирану. Это ее уровень, это ее, будем говорить так, круг общения. Посмотрим, кто еще войдет в этот круг общения на основе создания новой финансовой системы и как она будет существовать параллельно с цивилизованным миром. Следующее. К концу сентября 2022 года, по заявлениям российских военных аналитиков и пропагандистов, видите, наши данные в принципе подтверждаются, что к концу даже сентября они более оптимистично высказались, чем мы. Я в частности предполагал, что сейчас там порядка 30-40% укомплектованность воздушно-десантных войск и морской пехоты, то есть наиболее боеспособной части сухопутной, точнее наиболее боеспособной частей российской армии укомплектована штатными или профессиональными военными. А они говорят, что уже 50% десантных частей потеряли свой кадровый состав на конец сентября. То есть к моменту начала объявления мобилизации половины десантных войск Российской Федерации уже не было в строю, не было в живых. Это уже составили безвозвратные потери. Поэтому они начали их укомплектовывать мобилизованными. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что эти части не отвечают тем критериям боеспособности, которым отвечали, когда они были укомплектованы личным составом, кадровым личным составом, который служил по контракту и служил не первый год, не первый месяц. Интересная новость у нас произошла в Украине. Соединенные Штаты прислали аудиторов, которые будут работать во всех сферах, что касается предоставления финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине. Они будут проверять все до патрона. Что пришло в Украину, где используется и чтобы использовалось именно по назначению. Для того, чтобы владеть информацией более подробно, мы знаем, как реагирует наше Министерство обороны. Например, они на скандал по ценам
несоответствию цен, закупочных цен Министерством обороны продовольствия для вооруженных сил, вместо того, чтобы предоставить открытые данные и показать, что даже если и было нарушение, то кто виноват и как исправить ошибки, цены закрыли. Их начали секретить, стали всех обвинять, что агенты Кремля. Правда, НАБУ почему-то возбудило уголовное дело. Потом сразу же отправили замминистра обороны в отставку. А сейчас, когда приехали аудиторы, и министр обороны Резников в интервью канадскому телеканалу говорит: так а я же не знал ничего. То он говорил, что все нормально, все надо засекретить, и СБУ должно вычислить тех, кто слил информацию в открытый доступ, и жестоко наказать за утечку якобы секретной информации, хотя на момент утечки они не были даже для служебного пользования. А теперь он говорит, что он, оказывается, ничего не знал, и быстро уезжает во Францию на переговоры, когда приезжают аудиторы из Соединенных Штатов. США пошли очень правильно, по хорошему пути. Значит, что они сделали? США открыли горячие линии, телефонные горячие линии, куда может обратиться любой гражданин Украины, чтобы сообщить о фактах коррупции в сфере военной помощи Соединенных Штатов в Украине, мошенничестве, растрате средств, злоупотреблениях, ненадлежащем пользовании или торговле, ненадлежащем пользовании имущества военно-технического или торговле людьми. У них это всегда стоит в пакете запрашиваемых данных. Так что теперь все желающие, кто хочет помочь аудиту Соединенных Штатов, могут обратиться во всех средствах массовой информации. Заставка с этими 3 телефонами, там 3 организации, которые собирают эти данные. Можете позвонить по любому из этих телефонов и сообщить о тех фактах, которые вы знаете. Далее они будут подвергнуты аудиторской проверке. Не нытьем, так катанием. Наконец-то, может, хоть они сдвинут с места. Мы не можем никак сдвинуть с мертвой точки наших коррупционеров. И как бы в подтверждение этому следующая новость. И это уже камень в огород политического руководства Украины. Генеральный директор компании Байрактар, которая, мы знаем по последней информации, буквально на прошлой неделе, заявила, что закончила проектирование завода и готова приступить к строительству этого завода, они, естественно, начали решать вопросы подключения, обеспечения энергетикой этого завода. Так вот, с них запросили $10 миллионов и срок 2 года на то, чтобы обеспечить завод необходимыми электрическими мощностями. Вот вам лояльная инвестиционная политика. И вы хотите, чтобы после этого как нам обещают, инвесторы будут стоять в очереди, чтобы зайти в Украину. Да на таких условиях инвесторы разбегутся как зайцы. Вы никого не поймаете. Если вы так будете встречать инвесторов. Ведь это же практически инвестиция в нашу экономику. Турция строит завод по производству байрактаров. Тем более, что вещь необходимая для обороноспособности страны. Тем более, что она наполовину наша. Там основной агрегат, это двигатель, он наш, украинский. Понимаете? И ему выкатывают такие деньги. Конечно, он за такие деньги построит завод в Турции. Или договориться где-нибудь в европейской стране. Кстати, у них подход, я для сравнения скажу, что когда человек покупает земельный участок, приходит в местный совет и говорит: я купил. Во-первых, он покупает с разрешения местного совета. Это раз. Второе, естественно, он берется какие-то обязательства на этот земельный участок. Что-то там построить, как-то его обрабатывать. Пустырем с травой по пояс он стоять не должен. Иначе ему не продадут. Он заявляет, что я буду строить там мини-предприятие или частный дом. Так вот, власти, местные советы обеспечивают подвод всех коммуникаций к этому участку. И точка подключения обычно всегда на границе участка или рядышком с этим участком. То есть они подводят коммуникации, не деньги вымогают, чтобы дай нам там 100 тысяч евро, и мы тебе все притянем. Газ, свет, воду, канализацию, все остальное. Нет.
Они спрашивают, где вам удобнее, и подводят и говорят, что вот здесь мы вам сделаем точку подключения. Пожалуйста, можете подключаться и строиться на этом участке. Вот что такое европейский подход. А не так, что ты нам дай денег, а мы подумаем. 2 года мы будем думать. Я надеюсь, что отреагирует. Очень жаль, что эта новость гуляет уже не первые сутки по просторам информпространства, но никакой реакции официальных лиц, особенно от офиса президента, до сих пор не последовало согласно этого заявления. Очень жаль. Хотелось бы очень услышать, как отреагирует наше политическое руководство на такие факты. А это, я считаю, факт. Нет оснований не верить генеральному директору завода Байрактар. Или фирмы Байрактар, извините, не завода, а фирмы Байрактар. Вот. Но как бы это реалии нашей жизни. Ну, возвращаемся к нашей войне. И следующая новость говорит о том, что Украине предоставят машины минных разграждений, инженерные машины для минного разграждения. Висент 1МС. Это вот то, что вы задавали вопросы, как же танки будут преодолевать минные поля. Вот впереди танков будут идти вот эти специальные машины, которые снимают эти мины, установленные, и делают колею. И по этой колее, за этой машиной идут танки в прорыв. Так что, и эта машина она основана на базе Леопард-1, ходовая у нее, и она может выполнять разные роли, но в том числе и снятие минных заграждений, установленных противников. Количество передаваемых машин и сроки более конкретные не уточняются. Было заявлено, что до конца 2023 года планируется завершить снабжение. Снабжение в каком объеме ни одна компания пока не раскрывает. Дальше продолжаются разговоры об истребителях. Очень много новостей. Ну, вы помните, да, давайте хронологию вспомним. Нидерланды первыми подняли эту тему сразу после окончания Рамштайн 8, который проходил. Потом эту тему подхватили Соединенные Штаты, потом Польша, сейчас уже Франция и подхватила, что никаких запретов нету. Да, вчера появилась информация от Джо Байден, сделал заявление, что никаких не будет передавать истребителей Соединенные Штаты Украине. Сегодня советник президента Соединенных Штатов по безопасности уточнил, он сказал, такая фраза очень, в принципе, она отвечает на вопрос. Он сказал, что сейчас для Украины важно танки, мы передаем им танки, боевые машины пехоты. Он дал понять, что когда будет важна передача истребителей, то они передадут истребители. Так что не надо паниковать, не надо нервничать. США пока ничего конкретного, во всяком случае отрицательного ответа не прозвучало. Вот. Ну а Джо Байдену простительно, учитывая его возраст, вот мы дождались официального разъяснения Белого дома по этому вопросу. Сейчас на повестке дня стоят танки и боевые машины пехоты. Их передают. Про истребители речь пока не идет, сказал советник президента США по безопасности. А так как, смотрите, еще такой нюанс, я думаю, что все передадут. Информационная помпа, она набирает обороты, этот снежный ком информации растет. В конечном итоге он должен докатиться до какой-то финальной черты, и, соответственно, мы получим эти истребители. Я уже говорил в некоторых своих интервью, повторюсь здесь, что с решением о передаче нам танков западного образца мы перешли на качественно новый уровень снабжения. В чем он заключается? Допустим, смотрите, пока нам давали западную артиллерию, это еще так не было взаимосвязано. Почему? Потому что все-таки артиллерия действует автономно. Она находится в глубине обороны. Она только противотанковая принимает непосредственное участие вместе с пехотой. И взаимодействие организовывается только посредством связи. Средством связи, передачи данных, разведданных, корректировки огня и так далее. Поэтому артиллерия защищает сама себя на позициях, потому что она не находится непосредственно в боевых порядках войск. А вот танки,
и боевые машины пехоты, они требуют защиты. Неужели вы думаете, что США или страны-партнеры дадут нам леопарды вторые, смотрите, в версии А6 собирается большая часть танков передаваться, челленджеры вторые. Абрамсы вообще новые с заводов, я так понимаю, модификация будет самая современная, за исключением там секретного оборудования, которое касается непосредственно армии Соединенных Штатов. И они их пустят на поле боя для того, чтобы, как сказал Путин, мы все пощелкаем, и эти танки тоже? Нет, их надо прикрыть. Чем их прикрывает? Их прикрывает авиация сверху и прикрывает артиллерия. Поэтому я думаю, что когда эти танки будут у нас в боевом строю, авиация будет тоже в боевом строю. И когда они пойдут в бой, авиация будет прикрывать их с воздуха. Она будет лететь над ними и выбивать впереди себя все, что может только выбить для обеспечения успеха боевых действий этих танков. Это взаимосвязанные процессы, понимаете? Не могут они бросить эти танки просто на расстрел российской артиллерии и противотанковых средств. Их надо прикрывать. И прикрытие, поверьте, будет. Ну, это, во всяком случае, я так выстроил логическую цепочку, думаю, что она имеет право на жизнь. Ну и сегодня на Пасашок такая тоже позитивная новость. Вы знаете, что в выходные президент посещал юг Украины, Николаевскую, Одесскую область. И туда приехала премьер-министр Дании. Кстати, Дания это та страна, которая подняла сейчас тему по поводу самолетов. А перед этим Дания изъявила желание передать Украине 19 гаубиц «Цезарь», которые французские, которые находятся у них. Там единственное, я вам говорил, вопрос, надо их оформить. Они находятся, насколько я понимаю, из открытых источников, они находятся в лизинге. Дания их взяла в лизинг у Франции, и теперь Дания их должна выкупить и передает Украине. И это было подтверждено премьер-министром Дании на совместном брифинге в городе Одесса, в котором премьер-министр Дании принимала участие вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так что дивизион «Цезарей» мы гарантированно получим от Дании вместе с боеприпасами к этим гаубицам. И еще там прозвучала очень такая обнадеживающая новость. Я так понимаю, что Дания готова взяться за Николаев и Николаевскую область в плане восстановления сразу после окончания войны. Ну, опять же, с одной стороны Дания готова, с другой стороны мы же должны создать инвестиционный климат, а не обелетить Данию на входе там, суммой в несколько миллионов долларов. Вот. Для того, чтобы они помогли нам восстановить наш город Николаев и Николаевскую область. Думаю, к этому времени уже вопрос входных билетов будет просто снят с повестки дня. Инвесторы должны прийти, да, они должны здесь заработать, без этого не придет ни один инвестор. Они должны получить свою часть прибыли, на которую они рассчитывают, но при этом они выполнят свои обязательства в плане восстановления нашей экономики, жилого фонда там, и промышленности в тех регионах, за которые они берутся. Ну что ж, на этом военная и военно-политическая обстановка у нас заканчивается на сегодняшний день. И я по традиции сделаю перерыв. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как всегда, по традиции. Это ответом на ваши вопросы, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Как вы думаете, насколько сильно повлияет поставка ракет большой дальности по типу Атакмс на военные действия? Она может кардинально повлиять на военные действия. Почему? Потому что мы неоднократно об этом говорили с вами. Дело в том, что Российская Федерация привязана к железной дороге.
Не могут они без железной дороги. Боеприпасы, топливо, тяжелая техника, вооружение, не навозятся они тралами для того, чтобы обеспечить потребности и фурами, для того, чтобы обеспечить. Все равно железная дорога. Посмотрите, как они упорно восстанавливают мосты. Вспомните, что было с Антоновским мостом. Да? Как они восстанавливают. Смотрите, буквально на прошлой неделе в районе Мелитополя железнодорожный мост. Они его опять восстанавливают. И мы ударили туда хаймарсами. Повредили опять мост. Все равно, поверьте, они сейчас уже ковыряются, чтобы восстановить этот мост. Они не могут. Без железной дороги падает боеспособность войск. Войска не успевают получать необходимое имущество и боеприпасы. Поэтому Атакмс даст нам возможность, вот как даже если мы берем обязательство не применять по территории России, да, то вдоль границы Украины, российско-украинской границы, мы все железнодорожные переходы, все автомобильные переходы мы можем смело уничтожить и тем самым обескровить группировку российских войск. Вот то, что мы делали на правом берегу Херсонской области. Мы методически наносили удары по мостам, и в конечном итоге россияне поняли, что либо эта группировка там сдохнет под нашим огнем, либо ее надо оттуда выводить. Что они и сделали. То же самое и здесь. Мы эту группировку можем обескровить. Несколько железнодорожных веток, которые идут через оккупированные территории, на оккупированных территориях через границу, плюс основные магистрали и мосты на этих магистралях вблизи государственной границы Украины. И вот это существенно повлияет на ход боевых действий. Скажите, пожалуйста, если, например, на определенном участке фронта ринется враг в больших количествах, пусть у них будут только автоматы, но их будет 500 000, как в этом случае всех можно уничтожить, не используя оружие массового поражения? Для этого существует артиллерия всех видов. Артиллерия и ракетные войска. Из артиллерии я говорил, что лучшее средство борьбы с пехотой это минометы. Ну, в принципе, и ствольная, и реактивная может прекрасно справиться. Кстати, реактивная артиллерия, она же и предназначена, вот система ГРАД, допустим, БМ-21 ГРАД, она предназначена для поражения открыто расположенной живой силы и техники противника, не бронированной техники противника. Поэтому, если будут идти толпами, то просто поливать, начиная от пулеметов, заканчивая реактивными системами типа ГРАД. Можно и другими, и артиллерией. Поэтому есть возможность уничтожения. Главное наличие этих видов вооружения и наличие боеприпасов к ним. Если этого достаточно, то и толпа не страшна. Хочу знати вашу думку щодо доцільності перебування цивільного населення у місті Краматорськ Донецькой области. Спасибо. Смотрите, дело в том, мое мнение такое, что если у вас есть возможность, то лучше, конечно же, с Краматорска уехать. Почему? Потому что, судя по сводкам, я вижу, что город практически каждый день подвергается ракетному обстрелу. Каждый день. И каждый день практически вы играете в лотерею. В плане того, что попадет, не попадет. Попаду под обстрел, не попаду. Или надо сидеть в подвале практически безвылазно по несколько часов на сутки. Либо просто, еще раз повторюсь, играть вот в эту игру попадет, не попадет. Поэтому, если есть возможность, лучше, наверное, уехать. До тех пор, пока фронт не будет отодвинут от Краматорска, хотя бы на то расстояние, чтобы не доставали основные средства. Вот смотрите, как Харьков, как Николаев. Они сильно подвергались обстрелам, пока не было отодвинуто. Сейчас только ракетные подразделения достают до Харькова и до Николаева. Вот. А так решайте сами. Я сказал, мое мнение, лучше уехать по возможности.
Вы свои линии, ну тут слово такое вы написали, обороны. Ага, вы свои линии обороны оборудовали с 2014 года. Вот поэтому Россия так медленно и продвигается. Зачем это оборудовано с 2014 года? Поясните, если не ждали нападения со стороны России. Как это не ждали? Россия всегда заявляла претензии на всю территорию нашей страны Украины. Поэтому мы ждали нападения, мы готовились к обороне. В том-то и дело, что вот как раз вы написали абсолютно правду, что Россия собиралась нападать. Мы не собирались нападать на Российскую Федерацию. У нас, кстати, политика все 8 лет, политика Украины была в том, что мы пытались дипломатическим путем решить вопрос Минских договоренностей и возврата наших территорий в границах 1991 года. А вот российская сторона наращивала постоянно усилия, и поэтому мы вынуждены были оборудовать линии обороны, понимая, что Россия не успокоится. Ну, кстати, вот тут вам написали несколько комментариев, которые тоже отвечают на поставленный вами вопрос. И комментарии звучат так. Вы, наверное, не в курсе, линия разделения является действующей линией фронта с 2014 года. Кстати, да, это правда. И причем мы же 24 раза Украина прекращала в одностороннем порядке огонь, объявляла перемирие. Что мы получили? Мы получили кучу убитых и раненых за 8 лет стояния на этом фронте. И последние, наверное, 4 года мы вообще не отвечали. Мы в одностороннем порядке все время прекращали огонь. И были даже запреты потом восстановили только стрелковое оружие, разрешили отвечать, чтобы хотя бы сберечь жизни наших военнослужащих. Ну и еще один комментарий вам тоже написали. Затем, что Минск-2, тоже такой недвусмысленный намек, что линия разграничения это и есть линия фронта. Это стояли вооруженные силы противоборствующих сторон. Это и есть линия фронта. Доброй ночи. Хотел поинтересоваться о ПВО. Когда она работает, слышны сильные звуки. Интересно, какое это ПВО создает такой звук. С-300, Буки. Насколько видел по видео, там вылетает ракета, не должно так громко бахать, что аж окна трясет, будто не ПВО, а артиллерия какая-то. Спасибо за ответ. Нет, это современные системы ПВО, они выстреливают. Там есть вышибной заряд, который выбрасывает ракету из контейнера, а дальше пускается маршевый двигатель. Именно поэтому мы слышим вот этот сильный хлопок. То же самое у нас, трясутся окна, когда работает ПВО. Вот в районе моего проживания, когда работает ПВО, то действительно бахает очень сильно, очень похоже на артиллерию. Это вышибной заряд, который выбрасывает ракету из контейнера. Добрий вечір. Ви розповідали, що сітка може захистити нашу техніку від ланцетів. Як цей захід відбувається? Хіба він не вибухає, коли торкається сітки? В том-то и дело, что мягкость сетки, кстати, были фотографии, где ланцет висит запутавшийся в маскировочных сетях. Если он падает с небольшой высоты, он не успевает набрать такую силу, чтобы капроновая сеть, а как правило масс-сети сегодня капрона, синтетика, вот, чтобы масс-сеть прорвалась. И он повисает мягкая посадка, как на батут. И он повисает, запутавшись в этой. Нет удара о твердые предметы. Соответственно, взрыватель не приводится в действие. Он взведенный, но он не приводится в действие. И таких случаев уже было несколько. Поэтому действительно масс-сеть спасает. Ну, это, конечно, не панацея от ланцетов, но тем не менее такие случаи были. И я так понимаю, что маскировочная сеть над техникой это все-таки какая-то гарантия того, что ланцет может запутаться. И не прорвав сетку, может повиснуть на ней, не взорвавшись.
Добрый вечер. У меня вопрос по системам противоракетной обороны. США, Германия, Нидерланды пообещали передать нам 3 батареи Patriot. Какие города может прикрыть эти 3 батареи? И можно ли батареи прикрыть Харьков? Да, можно. Все будет зависеть. Ну, смотрите, одна батарея может прикрыть такой город, как Харьков или Киев. Этого будет вполне достаточно. Если мы не знаем, какое решение будет принято, где их эти пункты, точнее эти батареи будут расставлены. Поэтому давайте дождемся, когда они придут, и давайте дождемся. Но вы не забывайте, что Patriot тоже не даст стопроцентной гарантии. И борьба, допустим, я понимаю, Харьков, который обстреливает в большинстве случаев обстреливают ракетами С-300 комплексов, которые летят на малом расстоянии, вот там очень проблематично их сбить. И вероятность его коэффициента полезного действия или вероятность сбития этих ракет может быть довольно низкая. Конечно же, частью он собьет. Вот. Поэтому тут посмотрим, как будет принято решение Генштабом. Согласно, мы же не знаем, не видим с вами общей картины построения системы противоракетной обороны страны. А поверьте, Генштаб будет планировать эти батареи именно в масштабах страны. Для того, чтобы защитить наиболее важные объекты критической инфраструктуры. Где-то слышал от военных, что они используют пулеметы с удаленным управлением. Возможно, вы что-то знаете о таком оружии. Да, у нас есть танковые пулеметы, которые на дистанционном управлении. Это как... Допустим, у танка у него турельный пулемет, есть танки, на которых, или БМП, на которых этот пулемет управляется изнутри танка. Не надо вылазить, хвататься за рукоятки и нажимать на гашетку. Вот. Поэтому да, у нас это тоже используется. Это не везде, иногда это волонтерские помощь, когда делают станок и делают к нему приводы для того, чтобы использовать. Пулемет ставится в укрытом месте, в стороне находится сам пулеметчик, используются электронные приборы наблюдения типа камер наблюдения, как правило с ночным каналом тепловизийным, и соответственно ведется огонь. Если пулемет накрывает, личный состав живой. Если, допустим, так получилось, что его засекли и в него попали, не успели этот пулемет, допустим, перенести в другое место. Но такая практика, она существует. Иногда это самопально, иногда есть приспособления, которые позволяют использовать, промышленного производства и позволяют использовать пулеметы. Но, допустим, пулемет ПКТ, у него электроспуск. И достаточно подключить, правильно подключить от аккумулятора, и он будет вести огонь. Первый патрон досылается вручную, заряжается пулемет, а дальше стрельба производится исключительно за счет электроспуска этого пулемета. Добавьте к нему камеру. Еще он сделан таким образом, что он без станка стреляет, он станковый. Пулемет, и без станка он стрелять не будет. Он устанавливается на технику, можно устанавливать и на станок. Вот вам, пожалуйста, как делается система дистанционно управляемых пулеметов. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может ли Российская Федерация слушать разговоры по Вайберу на оккупированных территориях? Очень важно. Спасибо за ответ заранее. Думаю, что да. Тут два момента. Первое, у Российской Федерации довольно неплохие станции радиотехнической разведки, которые способны либо перекрывать диапазон мобильных телефонов, либо прослушивать, то есть ставить помехи, либо прослушивать эти мобильные телефоны, в том числе и перехватывать Viber. Кстати, не забывайте, что Viber это все-таки белорусская разработка. Да, она потом была продана, но первичные коды писались в Беларуси, поэтому Россия может ими обладать и использовать это в перехвате. Поэтому Viber это вообще не тот мессенджер, который я бы рекомендовал использовать, особенно на оккупированных территориях, особенно если вы переписываетесь с людьми на подконтрольных Украине территориях. Я бы рекомендовал вам использовать какой-нибудь западного образца мессенджер или наш
отечественный мессенджер. Так что есть такие мессенджеры, не буду их сейчас называть, но Viber, наверное, последний, который можно было бы использовать для передачи данных или для общения с близкими и родными. В свое время было много разговоров о планах передачи штатами комплекса для так называемых комплектов для так называемых умных бомб. Так что планы так и остались планами или есть реальные практические подвижки в этом направлении? Смотрите, конечно же есть. Это все уже утверждено, это все было подписано и это все передается. Единственный вопрос, что надо же научить теперь, во-первых, надо подготовить самолеты для того, чтобы они могли эти комплекты бомб применять. Дело в том, что у нас там надо поставить блок управления этими бомбами на сам самолет. Это первый момент. Второй момент, надо научить пилотов правильно пускать эти бомбы. И, соответственно, программировать эти бомбы на те координаты, по которым они хотят пустить. Либо это специалисты, которые на земле вводят координаты, а летчик из определенного. Вот точно так же, как российская стратегическая авиация наносит удары крылатыми ракетами по нам, да, из акватории, допустим, Каспийского моря. И мы знаем, что координаты целей в эти ракеты закладывают наземные специалисты до того, как их подвесят на самолет. То же самое и здесь. Надо заложить координаты, подвесить на самолет, и пилот выходит только в заданный район, выходит на эшелон, это высоту занимает, и ложится на курс и сбрасывает эту бомбу. Там же от высоты зависит дальность, если вы помните. Поэтому не все так быстро делается, как хотелось бы нам. Вот. Это первое. И второе, у нас генеральный штаб, не забывайте, что очень скромный в плане освещения хода боевых действий. У нас журналисты и, слава богу, сами военные больше освещают, чем дает нам информация генеральный штаб. Ну, вот так вот у нас сложилось традиционно, что генеральный штаб у нас молчун в этом плане. Кроме официальной сводки, довольно скупой и не развернутой, мы с вами все остальное получаем из средств массовой информации или от очевидцев, которые таковыми становятся в ходе этой войны. Прошу пояснити. Херсон обстрілюють кожного дня 30-60 разів. Чому вони зупиняються, а не нищать повністю місто? Якщо це є мета свинособак, працюю в Херсоні, саме в той лікарні, по которой нанесли удар. И тут, кстати, вам ответили, очень хороший ответ, я его зачитаю, может быть, еще прокомментирую. Они не хотят уничтожить, их цель захватить. То, что они делают, четко видно по ботам. Сейчас нарратив такой, каждый день у вас будут умирать люди, пока вы не сдадитесь. Они хотят вызвать у нас усталость от войны и отчаяние. Но правда в том, что они уже сильно измотались. Нам всем надо научиться выживать. Ну, как я люблю говорить, в данном случае не дождетесь. Не дождетесь, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас не будет второго шанса. И единственный путь выжить – это победить Российскую Федерацию. Иначе нам будущего не видать. Вот. Поэтому вот такой вот ответ. Они именно и ведут изнурительный огонь. Поэтому они останавливаются. И каждый раз прислушиваются и присматриваются, выбросят белый флаг или не выбросят белый флаг. В этом вся... Помните, я очень люблю приводить этот пример. В первый месяц войны военнопленный российский солдат, по-моему, даже офицер, вот я не помню, надо найти это интервью его, на вопрос... Во время первичного допроса его спросили, зачем вы нас убиваете? А он сказал, чтобы вы нас полюбили. Понимаете, вот в этой фразе российского солдата вся Россия. Мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили. Вы должны стать нашими рабами. Вы никто и звать вас никак. А мы хозяева жизни, мы доминирующая нация.
В этом вся российская философия. Именно поэтому они не ведут непрерывный огонь, а его периодически прекращают. И даже не столько этот обстрелы прерывает наша контрбатарейная борьба. Вот, потому что они могут свернуться, но там же не одна батарея ведет, не одно орудие ведет обстрел Херсона, а сразу несколько. Вот, так что вот такая вот ситуация. Расскажите, пожалуйста, как танкисты смотрят наружу. Подозреваю, что натовские танки оснащены экранами, а советско-российские, там же окошечки, а сбоку как? А если не погода или ветер с песком, сзади и вокруг ничего совсем не наблюдает. Сзади и вокруг ничего совсем не наблюдает. Ну, как-то у вас какое-то такое утрированное представление и крайне, ну я бы так сказал, крайне радикальное. Либо окошечки, либо экраны. То есть вы вспоминаете Вторую мировую войну, вот в танке Т-34 были смотровые щели, в немецком танке тоже были смотровые щели в период Второй мировой войны. И да, действительно, это был сквозняк. И, кстати, механики-водители, когда на марше шли, открывали люк и смотрели через приоткрытый люк. И считалось, что профессиональным у механика это насморк, болезнь. Почему? Потому что двигатель брал воздух из внутреннего отделения танка, не снаружи воздухозаборник брал, и, соответственно, создавался сумасшедший сквозняк. А выбрасывал он воздух вместе с выхлопными газами наружу в выхлопной трубе. И таким образом решался частично вопрос вентиляции танка, но представьте, как в танке было холодно. Через вот эти все смотровые щели, которые были. Кстати, даже на фотографиях можете посмотреть, на 3/4 на башне есть смотровые щели, люки там плоские. А вот в суперсовременных танках это оборудование для танка называется прозрачная броня. Когда внутри танка расположены мониторы, большие их делают специально, и получается, что экипаж танка видит всю местность, как будто брони не существует, но видит ее в телевизионном варианте за счет внешних камер. Это самое современное, это то, к чему сегодня стремятся ведущие страны, которые могут себе это позволить. Прозрачную броню сейчас делает Израиль, прозрачную броню сейчас делает Япония, прозрачную броню сейчас делают Соединенные Штаты. Для своих танков. В Европе пока я не слышал о таких, и в Британии тоже. А вот 3 страны я вам назвал, где идут разработки прозрачной брони. И она уже повсюду применяется. Так куда же смотрят обычные танкисты, которые сегодня служат в танковых войсках? Они смотрят в тримплекс. Это прибор, что-то вроде перископа. Где-то сантиметров 20-25 он в высоту. Он вставляется в отверстия, они расположены вертикально, точнее эти отверстия расположены на горизонтальных поверхностях танка. То есть у механика-водителя таких называется тримплекс. Таких тримплексов может быть до 5. То есть у него на 180 градусов он имеет обзор через эти тримплексы. И когда он едет по боевому, когда его люк закрыт, он смотрит вот в эти тримплексы и видит их. Но это не прямой взгляд. Снайпер, если попадет в тримплекс, то он понимает, что он просто разобьет линзу. А голова механика находится намного ниже внутри танка. А верхняя часть тримплекса, зеркало, само зеркало отражающее и защитное стекло находятся сверху танка. У механика их 5. У командира-наводчика тоже их там по несколько, но сейчас в современных танках стараются ставить поворотный тримплекс. То есть этот тримплекс может еще вращаться вокруг своей оси для того, чтобы член экипажа мог посмотреть по разным сторонам. В бронетранспортерах то же самое. Боковые тримплексы, все, которые на верхней части брони расположены за башней, они вращаются. Для того, чтобы у вас был обзор, чтобы вы могли посмотреть. Те, которые встроены в броню и находятся возле бойниц на БМП или на БТРе, они стационарные, они не вращаются. Ну, там принцип такой, что ты автомат вставляешь в бойницу, смотришь в тримплекс и ведешь огонь по противнику. Вот таким вот
Вот таким вот образом. Или смотришь в тримплекс, где противник, а потом прицеливаешься уже через бойницу с автомата и ведешь огонь на поражение. Вот таким образом. Но сегодня используются вот эти вот приборы. Кстати, они есть и ночного видения, и просто оптические приборы. Оптический это дневной. На нем никакой подсветки, ничего нет, только подогрев, электроподогрев стекол, чтобы они не запотевали. А можно поставить прибор, который будет тримплекс, который имеет свойства прибора ночного видения для вождения в ночное время. Для этого на бронетехнике еще имеются фары с инфракрасными фильтрами, которые светят ночью для того, чтобы вы в этот прибор лучше видели местность, освещает местность. Так что никаких смотровых щелей, ну и пока что никаких огромных мониторов, только вот в развитых странах. И то это первые опытные образцы. Таке питання. Зараз в Донецьку людей змушують з погрозами отримувати російські паспорти. Чи будуть їх потім вважати колаборантами? По скриптум. Не всі люди за руський мір. І є і ті, хто не зміг виїхати з поважних причин. Дякую. Да, мы прекрасно это понимаем, да, мы прекрасно это знаем, что есть люди, которые просто не смогли уехать по каким-то причинам. И да, и не все, мы прекрасно понимаем, что не все за русский мир. Смотрите, дело в том, что в этом случае при местных советах создаются юридические комиссии, которые будут рассматривать персональное дело каждого. И там это будет, да, если человек, ну вот, допустим, он понимал, что ни карточек, ничего у него не будет, и он, чтобы с голоду не помер, ему надо брать российский паспорт для того, чтобы стать там на какой-то вид довольствия, для получения социальных каких-то выплат, хотя бы минимальных. Это не считается коллаборацией. Это не сотрудничество, это принуждение. Поэтому не переживайте, будут разбираться, и для этого будут существовать эти временные комиссии, особенно тех территорий, которые были под оккупацией в протяжении 8 лет. Крым, Донецк, Луганск там, и вот эти районы, отдельные районы Донецкой и Луганской области. Вот. Поэтому не волнуйтесь, сразу никто никого не будет записывать в коллаборанты. Будут разбираться с каждым индивидуально. Скажите, пожалуйста, является ли законной целью рабочие, которые изготавливают оружие и боеприпасы при условии нахождения их на территории завода или специализированных предприятий, изготавливающих оружие? Да, конечно, это легитимная цель для нанесения огневого удара. Поэтому они прекрасно это должны понимать и осознавать, что те, кто стоит у станка и производит вооружение, ну, стоит у станка образно сказано, и производит вооружение, к ним может прилететь в любой момент. И это будет абсолютно законной и легитимной целью. Вот стрельба по жилым массивам нет, это военное преступление, за которое карает международный трибунал или военно-полевой суд, если таковой действует в армии. А вот военные объекты, склады с боеприпасами и те, кто их охраняет, завод, который производит, допустим, танки, и те, кто на нем работает, это абсолютно легитимная цель, которая подлежит уничтожению. Ну вот просят топ-10 лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. Ну скажу так, что десятки я не нашел. Кстати, чем был очень сильно удивлен. По переносным противотанковым комплексам топ-5 существует. И в этот топ-5, ну скажу так, что вошли следующие. Если начать с конца, то на 5-м месте это комплекс Милан. Это ПТРК, французский ПТРК. Он самый распространенный в Европе. И находится на вооружении сухопутных войск более чем 40 стран. Этот комплекс. Он довольно уже старенький. Это второе поколение, 72 год. У него бронепробиваемость составляет до 1000 мм. Внимание, здесь все параметры бронепробиваемости указаны без учета динамической защиты, без активно-реактивной брони. То есть это вот чисто металл,
если бы был броневой лист толщиной 1000 мм, да, то ПТРК ПТУР Милан пробивает, его заряд пробивает ровно метр. Дальность этого комплекса составляет до 5 километров. Минимальная способность, до 3 километров дальность максимальная у Милана и минимальная дальность 25. То есть с 25 метров уже взводится взрыватель и он может поражать цель. И максимально до 3 километров. На 4 месте отмечается наш отечественный комплекс Стугна. Ну, а недостаток Милана его вес 34 килограмма. Очень большой станок и блок управления. Соответственно, это считается как недостаток. Наш ПТУР Стугна, бронепробиваемость до 800 миллиметров у него. Дальность 5 километров в дневное время и 3 километра в ночное время. То есть это ограничивается возможностями ночного прицела для этого комплекса. Тоже он переносной, очень показал себя в бою. На сегодняшний день вы видели огромное количество видеороликов, где наша Стугна поражает. Заряд у него тандемный, то есть он может бороться и с активной броней. Если же он применяется по пехоте, то у него осколочное действие. Если он применяется по бронетехнике, у него кумулятивное действие. И оно еще добавляется тандемным зарядом. Вот. Он занимает почетное 4 место среди лучших противотанковых ракетных комплексов. Далее на 3 месте, на удивление, китайский Red Arrow HG-12. Это ПТУР, который сегодня стоит на вооружении китайской армии. Он уже соответствует 3-му поколению, то есть ПТУРов. Это, кстати, Стугна тоже, она полуавтомат, так же как и ПТУР Милан, управляется по лазерному лучу. И оператор должен держать перекрестие прицела на цели. И цель может быть подвижной или неподвижной, разницы не имеет. Главное удерживать перекрестие, и, соответственно, ракета попадет в ту точку, куда смотрит перекрестие. Это и Милана касается, и Стугны. А вот уже китайский Red Arrow, он имеет возможность работать по принципу «выстрелил и забыл». Вот здесь это уже ПТУР 3-го поколения. И, соответственно, у него там тоже тандемный поражающий боезаряд. И бронепробиваемость у него составляет 1100 миллиметров. То есть у него довольно хороший показатель. Дальность пуска, в дальности пуска единственное он уступает, у него в ночное время, ночной прицел позволяет делать пуски на дальность до 2 километров, а дневной прицел позволяет делать пуски на дальности до 4 километров. Но у него есть переключение режимов, то есть он может работать как в режиме полуавтомат, то есть сопровождение цели, также может работать в режиме пустил и забыл, то есть сделал пуск. В этот момент снимается тренога, и расчет может быстро переносить этот противотанковый ракетный комплекс, то есть пусковую, или заряжать следующую ракету. Но как всегда, понимаете, что и он уже делает горку, то есть он может попадать в цель. Он может попадать в цель горизонтально, то есть вот как он летит параллельно Земле и также поражать цель, а также может быть в режиме поражения бронецелей, ее захвата. Оператор указывает, какой тип траектории выбрать, и при подлете к цели он взимает вверх, опрокидывается и бьет в верхнюю полусферу. Кстати, сейчас это огромнейшая проблема, вот особенно наша война показала, что
верхнюю полусферу, я так понимаю, в ближайшее время все танкостроители начнут резко усиливать, потому что она всегда не обращали внимания, обращали именно на фронтальные, на борта, на лобовую часть танка, там, на кормовую часть танка, ее усиливали, защищали активной броней, а оказалось, ПТУР может подняться вверх и ударить верхнюю полусферу. Вот. Также, может быть, это делается для борьбы с укрытиями, если доты, дзоты, блиндажи, он то же самое может попадание в верхнюю проекцию. Но вы же понимаете, что Китай, он всегда Китай. И он и в Африке Китай. Они сделали, вот этот ПТУР, он представляет собой больше даже комбинацию между Джавелином и израильским спайком. Ну, как всегда, китайцы посмотрели, как оно устроено, где-нибудь купили один и второй ПТУР, быстро его разобрали и сделали вот свой ПТУР. Ну, тем не менее, эксперты ставят его на 3-е место в рейтинге ПТРК. Далее на 2-м месте рейтинга занимает израильский ПТРК Спайк. Это целое семейство, Рафаэл, фирма, но она известна своей электроникой. Вот. Чем отличается Спайк? У него бронепробиваемость, тоже тандемная кумулятивная часть. Спайк тоже работает в режиме пустил, может, это 3-е поколение ПТУРов, в режиме пустил и забыл. Бронепробиваемость у него до 1000 мм. Вот. Но чем отличается Спайк? У него комбинированная система наведения. Он дает огромный спектр оператору. Во-первых, оператор видит, стоит видеокамера, оператор видит до взрыва ракеты, оператор видит, куда летит ракета. В этот момент происходит сбор и обработка информации. Если ракета, подлетая к цели, замечает более приоритетную цель, допустим, целились там в пулеметный расчет, а выяснилось, что там за ним стоит танк, то у оператора есть возможность перенацелить этот ПТУР. Вот в чем отличие, кардинальное отличие ПТУРа Спайк от всех представленных в этой линейке ПТУРов. Ну и вообще в мире. Это единственный ПТУР, который имеет возможность перенацеливания. Он работает в основном в режиме пустил и забыл, но оператор наблюдает, куда летит ПТУР, может наблюдать, может сопровождать и до какого-то момента он имеет возможность перенацелить этот ПТУР. Такого не умеет ни один ПТУР в мире. Вот в этом особенность. Ну а на 1-м месте, я думаю, вы даже не сомневаетесь, кто на 1-м месте лучшим ПТУРом сегодняшнего дня, ПТРК, противотанково-ракетным комплексом, конечно же, признан Джевелин. И Джевелин побеждает по принципу того, что он является из всех этих ПТУРов, перечисленных здесь, он является переносным ПТУРом. Точнее, легким ПТУРом. Несмотря на то, что у него в принципе, дальность ракеты у него до 4 километров составляет, он работает по принципу пустил и забыл, другого принципа наведения у него нету, всегда он бьет только в верхнюю полусферу, но за счет того, что у него самый легкий вес, и ты тубус закинул на плечо, включил питание, захватил цель, навел перекрестие, сделал захват, сделал пуск. Все. Дальше ты можешь спокойно перемещаться, задача выполнена. То есть ты уже можешь делать перезарядку. Вот. Причем у него есть 2 варианта. Это может он верхнюю полусферу бить и может прямая атака в горизонтальной плоскости. Вот. И причем тебе пусковой блок подсказывает еще идентификацию целей. То есть мало того, что ты не привязан к станку, у тебя нет блока аппаратуры, блока аккумуляторов, нету треноги, на которую ты ставишь, и выносного прибора наведения, ничего нет. У тебя тубус с ракетой, ты ракету вставил в тубус, включил, выстрелил и
и побежал дальше. Вот такой вот бронепробиваемость у него, тандемный заряд, я уже сказал, кумулятивная боевая часть. Так вот, бронепробиваемость может быть не менее 600-800 мм за динамической защитой. Это, кстати, единственный, вот я встречал показатель, который учитывает динамическую защиту танка. То есть при наличии динамической защиты заряд еще способен пробить 600-800 мм брони. Ну, таких броневых листов сегодня нет ни на одном танке. Значит, вероятность поражения танка, если только оператор не умудрился так навести джевелин, что он промахнется, то вероятность поражения танка составляет почти 100%. Так что рейтинг состоит следующим образом. Опять же, как я и рассказывал, начну с конца, быстренько напомню. На пятом месте французский Милан, на четвертом месте украинская Стубна, на третьем месте китайский Red Air комплекс, на четвертом месте израильский Spike и на втором месте, на третьем китайский Red Air, на втором месте израильский Spike и на первом месте американский Javelin. Вот такой вот обзор, точнее топ-5 переносных противотанковых ракетных комплексов на сегодняшний день в мире. И так оценивают эксперты в ходе этой войны. В том числе. Ну, кстати, спайки еще только у нас не засветились на нашем. Ну, с Израилем вы знаете, какая ситуация. Вот. Ну, спайки пока еще не засветились на нашей войне. Может быть и засветятся. Не равен час, кто его знает. Ну что ж, на этом мы, наверное, вопросную часть будем заканчивать. И у нас остается с вами третья часть нашего видео. Это те приветствия, пожелания и комментарии, которые вы прислали. Итак, на сегодняшний день первый комментарий, который прозвучит, будет звучать следующим образом. Израиль отправил вчера новую партию гуманитарной помощи в Украину. В этой партии также будет бронированная машина скорой помощи с полным комплексом оборудования для оказания экстренной медицинской помощи раненым. Люди в Израиле собрали пожертвования для закупки этой бронемашины скорой помощи и разного медицинского оборудования. Это пятая бронемашина скорой помощи, которую граждане Израиля посылают Украине. Очень, кстати, огромное спасибо и очень вы молодцы, что вы об этом сообщаете. Что Израиль, я говорил и говорю, что в гуманитарном плане, да, к Израилю никаких вопросов нет. Им огромная благодарность за ту помощь, которую они нам оказывают. Особенно в медицине, кстати. И врачи, и госпиталя, и вот видите, бронемашины для вывоза раненых из зоны боевых действий. В этом плане, да. Вот. Ну, в остальном посмотрим, может быть, что-то, как говорят, что-то раньше там или рак на горе свистнет, или в лісі щось сдохнет. И тогда, может быть, мы увидим на полях нашей Украины и израильское, в том числе израильское вооружение. Может быть, даже те же спайки. Привіт з Франції. Танк Т-34 це старий танк, але танк. Там стара пушка, але це пушка. Не треба недооцінювати старі танки. А якщо хтось такий розумний, хай поїде на фронт і посидить на позиціях, які обстрілюватиме Т-34. І через кілька хвилин заспіває по-іншому. Абсолютно с вами согласен, потому что 85-миллиметровая пушка, я не танкист, я артиллерист, но я стрелял с Д-44, Д-48. Аналогичные орудия, 85 мм, боеприпас такой же точно, как и для танка, там на нем было так и написано, Д-44, Д-48 и танк, запятая САУ, потому что были еще 85-мм самоходные артиллерийские установки. Вот. Это очень серьезное оружие.
А за ППШ сколько дадут? Могу еще Мосинку прихватить. У нас тут в 125-м мотострелковом полку ДНР такого барахла полно. Задолбали уже эти окопы. Пожрать бы нормально, пусть даже в плену. Смотрите, но если вы ящик ППШ привезете, то может быть и дадут. За стрелковое оружие, насколько я знаю, Украина не оплачивает. Но приходите, сдавайтесь, как я и объяснял, есть процедура. Задействуйте процедуру, и мы вас покормим. Находясь у нас в плену, наше государство вас покормит, будет содержать. Как-то мало за пригнанный танк платить 10 тысяч евро. Ну, минимум 50% цены, а лучше полную стоимость, учитывая, что угнанный танк – это минус ущерб, который он мог бы принести, оставаясь воевать на вражеской стороне. Вот тогда было бы гораздо больше пригнанных танков. Но я, кстати, не гарантирую, что 10 тысяч. Это я сказал навскидку. Я обратил внимание, что есть прейскурант. И, пожалуйста, погуглите и посмотрите прейскурант. Я знаю точно, что за самолет $1 миллион готовы заплатить долларов. Поэтому за танк может быть намного больше. А может быть и 10 тысяч. Тут не гарантирую точности цифры. Т-34 вроде для музея возвращались в более-менее рабочем состоянии. Только злые языки говорят, что это были 34-ки чешского послевоенного, конечно, производства. Ну, может быть, как бы... Ну, вот вас зацепила Т-34. Видно, чувствуется, что вот, война сидит просто в голове сидит каждого россиянина. Добрый вечер. Как относитесь к словам Столтенберга, что Россия готовится к новому наступлению и планирует завоевать всю Украину? Ведь все говорят сейчас, что Россия уже показала свою наибольшую мощь в войне. И дальше мало на что способна. Бахмут 15 километров за 5 месяцев. И почему тогда говорят, что это последний рывок России? Все очень просто. Дело в том, что общие планы Путина по поглощению Украины никуда не делись. Просто он их корректирует с условиями сегодняшнего дня. Ближайшая задача, поставленная перед российскими войсками оккупационными, это захват Донецкой и Луганской области. Но поверьте, пока Путин жив, он никогда не откажется от идеи захвата всей Украины. Именно в этом, это очень хорошо, аллилуйя, сказал бы я, что до таких должностных лиц, как генеральный секретарь НАТО, наконец-то дошло, что Путин хочет захватить всю Украину и никогда не откажется от этого. Вот что здесь самое главное. Это какая-то шизофрения с извращением. Отдать свою Сибирь и Забайкалье Китаю, но при этом захватить чужую землю даже ценой сотен тысяч жизней. Как вы метко назвали состояние Путина, его морально-психологическое состояние. Почему не говорит никто об Очакове? Каждый день стирает с лица земли город. Неужели всем все равно? Если его захватят, там до Николаева и Одессы рукой подать. Ну, скажу вам так, что вряд ли кто-то сегодня захватит Очаков. Почему? Потому что для этого надо туда пробиться. Надо, во-первых, уже форсировать Днепр или проводить морскую десантную операцию. Российские корабли не могут выйти за мыс Фиолент. Почему? Потому что там где-то на побережье Черного моря, на северном берегу Южного моря, как говорил один известный юморист, дежурит два ракетных комплекса «Нептун» и «Гарпун» с дальностью пуска гарантированной до 200 километров. Поэтому как только российские корабли выйдут из-за мыса Фиолент, они попадут в зону поражения этих пунктов. Поэтому о захвате никто не говорит. Долететь десант никогда не долетит уже сегодня. Это не февраль 22 года или не март 22 года. Поэтому не переживайте. А то, что вас обстреливают, ну, к сожалению, видите, они обстреливают все приграничные города. Привет из Литвы. У нас новая крупная кампания помощи Украине.
Объединились несколько крупнейших фондов, собираются деньги на радары израильского производства. В первый день собрали 1 000 000 евро. Сколько стоит средний комплект? Столько стоит средний комплект одного радара. Сбор продлится до годовщины войны, 24 февраля. Расскажите, пожалуйста, какую пользу принесет этот вклад, чем хороши эти радары и как они смогут повлиять на безопасность жителей Украины. Скажу так, что это радары, которые борются с... Я понял, о чем речь. Если вы говорите израильские, это радары противодроновые. Это переносные станции радиоэлектронной борьбы. Они глушат дроны типа «Шахед» и приземляют их. Они могут глушить баражирующие боеприпасы типа «Ланцет» и спасать наши бронеобъекты от поражения российскими баражирующими боеприпасами, дронами «Камикадзе». Так что огромное вам спасибо. Вы, поверьте, вы спасете не одну жизнь, как гражданских людей, так и наших военных. А сохранив хотя бы одну единицу бронетехники, а они в основном охотятся этими ланцетами за нашей дальнобойной артиллерией, они ее очень боятся. Поэтому вы приблизите нас к перемоге в этой войне над российским фашизмом. Радаром. В Литве намечалась акция собрать 5 миллионов евро для радара. Ну вот я только что зачитал предыдущий комментарий, что в первый же день собрали практически 1 000 000 евро. И сбору будет, я так понимаю, 5 миллионов на 5 радаров. Это в продолжение предыдущего комментария. Ну что ж, на этом сегодняшнее видео, объем материалов исчерпан. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Те, кто еще не подписан, я приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельно хочу поблагодарить спонсоров и тех, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать для вас эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!